Евгений Плющенко в центре внимания после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова заняли 2 и 4 места. Раздосадованный тренер выдал мощнейшую речь, в которой разгромил федерацию и судей, пригрозил переходами своих спортсменок под другой флаг и пообещал дойти с претензиями до Минспорта и Владимира Путина. Софья Титова – одна из главных звезд Академии Евгения Плющенко. Как и ее тренер когда-то, фигуристка делает ставку на сложный контент. И как тренер, не всегда скрывает эмоции. Вот и после произвольной программы на первенстве России среди юниоров Титова удивлялась оценкам и с улыбкой намекала на несправедливость. А Плющенко и вовсе рассуждал о переходах в другие сборные. Короткая программа у Софьи не получилась, ей не засчитали каскад с тройным акселем, сольной юниорки должны исполнять двойной, что отбросило в конец протокола на 16 место из 18. Зато на произвольную Титова заявила один из сложнейших наборов – каскад с тройным акселем, секвенция с четверным сальховым, сольный триксель и еще один квад-сальхов, но уже во второй половине. Набор впечатляющий, и фигуристка с ним почти справилась, упала с первого сальхова, но не растерялась и прицепила тройной тулуп ко второму, а так бы снова осталась без каскада. После выступления на табло зажглась оценка за технику 84,40. А Софья тут же рассказывала Плющенко, что верила в прыжок. «Я знала, что я сделаю сальхов второй. Он получался у меня на тренировках, я не испугалась и пошла на него». Евгений похвалил: «Молодец, правильно». Титова радостно ждала оценки, активно махала в камеру, приветствовала зрителей. Плющенко был доволен: акселя – фантастика, сальхов – фантастика. Второй бы сальхов еще и вообще было бы. Ну ничего, боец, умница. Вот боец. Кажется, оценки не оправдали ожиданий. 140,72 балла, техника упала на 5 баллов, до 79,45. Софья удивленно вскинула брови. Потом усмехнулась и покачала головой. Видео проката, который Первый канал выкладывает после соревнований, обрывается на самой яркой реплике в Kiss and Cry. После оценок Титова сказала: «Я 146 с одним тройным акселем набирала». Ну куда? А во время общения с журналистами продолжила: «Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на 6 баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала 2 трикселя и четверной сальхов. Причем сальхов во второй половине. И такие баллы. Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Так поставили. Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному». В этом сезоне Титова так много не получала. Ее максимальная оценка за произвольную 132,80 на соревнованиях IDEL 2022. Упала с 2 недокрученных прыжков ультраси из 2, а еще получила штраф за нарушение времени. Но и в прошлом году она все-таки не набирала 146. Лучший результат на официальных соревнованиях 138,96 на Кубке России в Сызрани. И да, тогда из суперсложных прыжков был один тройной аксель. В любом случае разочарование Софьи понятно, программа с 2 трикселями и четверным всего на несколько баллов лучше ее прошлых выступлений. Плющенко оказался еще более категоричным, чем его ученица. «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо». К слову, другой подопечной Евгения, Вероники Жилиной, не хватило для победы даже 3 четверных и трикселя, она завоевала серебро, впрочем, тоже во многом из-за срыва в короткой. На первом четверном Титова потеряла не только из-за падения, но и из-за недокрута. В итоге вместо базовой оценки 9,7 получила лишь 3,88. На сольном тройном лутце углядели неверное ребро. Зато у Титовой самый дорогой каскад среди всех участниц – 17,78 за четверной сальхов тройной тулуп во второй половине. В компонентах Софья проиграла немного, она 4-я во второй оценке, в 4 баллах от Алины Горбачевой. Отставание Титовой сложилось из невысоких надбавок по шкале ГАИ. Они принесли лишь 5,3 балла. Для сравнения, Горбачева благодаря качеству исполнения элементов получила 16,22. В итоге Софья оказалась 4-я в произвольной программе. Но благодаря высоким баллам поднялась на 12 строчек в итоговом протоколе, там она тоже 4-я после провала в короткой. Ученицы Евгения Плющенко на первенстве России среди юниоров прыгнули 7 ультраси на двоих, но не выиграли.
Тренер не выдержал и после прокатов выдал неожиданный инсайт о декабрьском чемпионате России по прыжкам. У меня такое заявление. Моим спортсменам, которые делают ультраси, почему-то ставят намного ниже баллы. То есть накидывают, да, судьи. Почему-то ниже, не знаю. А прыжки-то отличные, прыжки супер. Если бы такие прыжки делал кто-то другой, давали бы совершенно другие баллы. Это очевидно. Я смотрел по распечатке, на порядок выше у других. У моих, если есть какие-то ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Думаю, что такое. И это на протяжении нескольких лет. Я общался с судьями, с федерацией. Говорю, смотрите, вы строго судите меня. Почему? Вы судите всех одинаково. Мы же за справедливость? За справедливость. Если девочка, которая делает бабочку на одинарный прыжок и получает +2, а моя, например, сделает бабочку, получит -4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? Ее нет. И я на протяжении 2-го года говорю. Говорю, предупреждаю, напоминаю до соревнований. Но федерация говорит, все нормально будет. И опять нет, и опять, и опять, и опять. Я терпел. Сегодня мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость. Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны. Это не первый сезон, это накапливалось долго. Если посмотреть, люди выигрывают с одним четверным, я никого не хочу. Но с одним четверным и противопоставить 4 ультраси, мы что делаем? Мы делаем то, что произошло у меня с Лайсачиком, речь о поражении на играх 2010. Где он сейчас, кто он вообще, где чего? Его давным-давно. Трусова каталась. Девочка двигала фигурное катание. Проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, по 4 ультраси делала. А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, красиво вращаться. Все прекрасно понимаю. Но нужно и двигать тех. У Титовой 3 ультраси. Да, там разрыв в баллах. Да, он действительно есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена, как оно есть. Увидели ребро у моего, ставьте, нет проблем, вы для этого и нужны. А у другого почему-то вы видите, но не ставите. Сегодня девочка на пьедестале, 2 четверных. Но они же недокрученные. Ну они же идут в галку. Ну да, вы один поставили галку, накинули плюсы. А второй вы не увидели почему-то. Так вот она разница. 3-го и 4-го мест. А мне тоже обидно и обидно моей спортсменке. А родителям не обидно? Когда закрываются глазки на других спортсменов, а на мне наоборот они открываются, здесь уже не хочется сотрудничать, не хочется двигаться, направлять. Как я могу спортсменов сейчас остановить, если такое решение накипело? Оно кипело. Значит так надо, значит кем-то так поставлена задача. А мне федерация говорит, ну уходите, ничего страшного. Фу, великолепно. Здорово. Буду общаться с село Минспортом, село АКР, буду ставить как есть. И, конечно, хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот. Время сложное, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга, а тут нас пытаются. Конфликт за конфликтом. Я не конфликтный человек, но когда меня выводят. Я добрый, порядочный, делаю для страны, делаю школы, строю школы, с Яной мы делаем. Сейчас открытие у нас школы. А для чего это? Чтобы мою школу заведомо, это вот Ангелы Плющенко, топим. Устал, надоело. Вот вам такое официальное заявление. Вы только напишите, пожалуйста, как есть, ничего не переворачивайте. Не боитесь, что лучших спортсменов сейчас переманят другие группы под предлогом того, чтобы они не уходили в другие страны? Нет. У меня как спортсмены были мои преданные, так они и останутся. Они как раз это и предложили. Как раз спортсмены с родителями это и предложили, это же не я предложил. А я их должен поддержать. Они же не рабы мне, они же у меня не в рабстве. Поэтому если принимают решения девочки и мальчики, принимают их родители, я должен поддержать их. А как? Они же видят, они же не слепые. Мы же не из бобслея пришли, я всю жизнь катался, всю жизнь. Поэтому, что же, я не вижу, где докрут, а где не докрут. Может быть, как раз многие судьи, к сожалению, не катались. Когда они меня хотят научить, как кататься? Ну не знаю.
А есть понимание, в какие страны могут перейти? Есть. Но пока не скажу. Конечно, есть. Предложений очень много. Мы от них отказывались. Я максимально их спортсменов сдерживал, говорил, все будет нормально. В этом году федерация действительно поработала очень здорово, много соревнований сделала, классные соревнования, оставили финансирование для спортсменов. Конечно, хорошо. Но мы возьмем, чтобы далеко не ходить, катаемся прыжковый турнир, у меня Вероника Жилина проигрывает девочке, которая падает с прыжка. Как такое может быть? Во время прыжкового турнира видят, что команда одна не догоняет, ко мне подходят и говорят, мы меняем правила. Вы как, обалдели, что ли? Вот сейчас финальный раунд, и вот кто этот финальный раунд выигрывает, тот и побеждает. Как такое может быть? А вот так мы так захотели. Правила есть правила, но они постоянно почему-то меняются. И меняются постоянно против. Если мы помним прыжковый турнир, отрыв моей команды был очень существенный. Но федерация приходит и говорит, а мы поменяем сейчас правила, потому что очень далеко, а тут надо сделать так, чтобы не были сильно далеко разрывы. Ну елки-палки, ну елки-палки. Может быть, кто-то не хочет этого говорить. Или не могут, боятся. А я люблю справедливость, люблю правду, и я за нее буду бороться. Я вынужден бороться, потому что если я встал на этот путь тренера, менеджера, я их финансирую, я им помогаю, тренирую каждый день с утра до вечера. Я же тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены. И не надо говорить, что сейчас был разрыв по короткой программе. Да, он был, но такая система судейства, что это все можно отыгрывать элементарно. Что они сегодня и сделали. Ну если вы не хотите мою команду видеть на первых позициях, нам тогда не по пути. Осенью Российская Федерация приняла важный документ – Кодекс этики. Кажется, Евгений его нарушил. Что вы думаете, напишите в комментариях.